Друзья, всем привет! Большинство мужчин после тяжелого расставания с девушкой и при обращении ко мне очень волнуются, переживают. Им кажется, что бывшая про них забыла и больше никогда не вспомнит. Так уж устроено наше сознание, наша логика, что если мы не видим никакой активности в нашу сторону, значит, о нас не вспоминают. Прошла уже неделя, 2 недели, а от нее ни одного СМС. Даже те вещи, которые она у тебя оставила, она не просит их вернуть. А если ты и видишь какой-то сигнал, то он довольно хаотичный. Например, она просмотрела твой сторис, и все, и тишина. Интересный момент заключается еще в том, что в это же самое время мужчина совершает одну очень распространенную ошибку, тем самым усугубляя ситуацию еще больше. Он начинает устраивать некий такой акт привлечения внимания через социальные сети, потому что другие методы уже не работают. Например, она тебя заблокировала везде. Мужчина начинает штудировать интернет в поисках решения, совета. И он ему попадается. Ты должен показать, что у тебя все классно, что у тебя все хорошо, что ты радуешься жизни и без нее. Это заденет бывшую, и она тебе напишет. Мужчина потирает ручки и думает: ага, вот оно. И начинает выкладывать фотографии с каких-то вечеринок, с отдыха, где он улыбается. Возможно, даже выкладывает фотографию с другой девушкой, ведь надо же, чтобы она приревновала, правильно? Начинает выкладывать мотивационные статусы о том, что он волк-одиночка, и ему никто не нужен. То есть, что он по сути делает? Начинает заниматься показухой. Организовывает целый спектакль для своей бывшей девушки. Но что происходит потом? Работает ли это? Нет. Ничего не происходит. Уж я этого насмотрелся. Но в чем же здесь причина? Почему это не приносит результат? И как сделать так, чтобы все-таки эти действия с нашей стороны заработали? Для начала нам надо понимать, что же чувствует бывшая девушка после расставания и о чем она думает. Ведь решение об уходе – это процесс, который основывается на эмоциях. Ведь женщина руководствуется как раз-таки эмоциями в большинстве своем. В какой момент это происходит? В тот самый момент, как только ты попал в слабую позицию, и значимость к тебе заметно снизилась. А как мы знаем, девушка не может испытывать любовь, влечение к слабому мужчине. Здесь-то и рождается это решение с ее стороны, а где-то даже и озвучивается в момент ссоры или конфликта. Но в такой форме, что мужчина, как правило, этого не замечает, не придает этому значения. Но что является спусковым крючком, после которого женщина принимает решение абсолютно точно, 100% уйти? Это, конечно же, навязчивое, быстрое сближение со стороны мужчины. То есть он видит, что отношения разваливаются, и он предпринимает попытки как бы все склеить как можно быстрее. Он покупает кольца, подарки, караулит у подъезда с попытками поговорить, обсудить. То есть всеми своими действиями он доводит девушку до такого состояния, что она искренне убеждена вот в тот момент, что без тебя ей будет лучше, что ты тот человек, который мешает ее счастью, мешает ее свободе. Вот что она испытывает в тот момент. Но дело в том, что это ощущение обманчиво. Я думаю, у многих такое было, что вот тебе кажется, что сейчас тебе что-то мешает. Мешает, чтобы стать по-настоящему счастливым, удовлетворенным в этой жизни. И что как только ты перешагнешь это, станет значительно лучше. Например, тебе не нравится, где ты сейчас живешь. Да? Квартира, дом. И ты думаешь, что вот я куплю себе коттедж и заживу. Или тебе не нравится твоя работа, твоя должность. Например, мало платит.
И ты думаешь, что вот я сейчас устроюсь на другую работу или меня повысят по должности, и вот тогда будет счастье. Или тебя не очень устраивает твой автомобиль, и ты думаешь, что если купишь лучше, новее, мощнее, статуснее, то тогда ты получишь настоящее удовольствие от вождения. Вот у кого из вас это было? Оправдываются ли ожидания после того, как твоя, так скажем, мечта исполнялась? Нет, далеко не всегда. А где-то даже становилось и хуже. Да, ты менял одну работу на другую, где зарплата побольше. Но там коллектив не очень, и начальник гнобит. Да, ты получаешь зарплату выше, но испытываешь больший стресс. Да, ты, может быть, купил новый автомобиль, взял для этого кредит. Да, первую неделю-две ты получил свою эйфорию, получил эмоции. А потом катаешься и думаешь, едет и едет, и тот автомобиль также ехал. Понимаешь, да? То есть наши ожидания, они всегда преувеличены. Мы как бы их идеализируем. Так вот, то же самое и с бывшей девушкой. Когда ее ожидания не оправдались, она хочет зайти к тебе на страничку и посмотреть, удостовериться, как бы у тебя все так же там плохо, да? Ты все еще страдаешь, ждешь. А теперь задай себе вопрос. Задело ли бы ее, если бы у тебя было все хорошо? Она увидела фотографии, где ты радуешься жизни. Возможно, есть какой-то намек на другую девушку. Что у тебя все классно, что все хорошо. Да, безусловно. У девушек гораздо больше развито вот это чувство собственничества. И здесь у нее уже возникает вопрос, а правильно ли я поступила? И когда она задаст себе этот вопрос, это лишь вопрос времени. Итак, значит, хорошо. Бывшая девушка должна увидеть, что у меня все хорошо. Но ведь я же так и делаю. Но тут, как и в любом деле, важны детали, которые многие мужчины попросту не учитывают. Какие ошибки мы допустили? Первое. Мы начали создавать активность в соцсетях не своевременно. Нужно понимать, что первый месяц-два она попросту не видит твоих движений, не видит твоих стараний. Она не мониторит тебя в этот период. Она просто рада, просто счастлива от того, что ты от нее наконец-таки отстал. Что ты оставил ее в покое. Что она наконец может вздохнуть с облегчением. Здесь еще очень часто тоже возникает вопрос у мужчин. А вот она через неделю или две, я заметил, что она выложила фотографии с отдыха или с клуба, где она улыбается, счастлива. Это что, провокация? Она это делает для того, чтобы вызвать какую-то мою реакцию? Да нет. Она просто делает то, что ей хочется, то, что ей вздумается. К тебе это не имеет никакого отношения. Она уверена, что ты страдаешь еще по ней. Так оно и есть. Вторая деталь, которая нам все портит, это несоответствие твоего образа и твоих действий. То есть еще неделю назад ты умолял ее на коленях вернуться, доставал ее смс-ками, звонками. А спустя еще одну неделю ты уже выкладываешь посты в соцсетях, как ты счастлив, как хорошо быть одному, как хорошо быть свободным. Выкладываешь фотографии с отдыха или фотографии с другой девушкой, да, чтобы приревновала. Это выглядит неестественно. Она прекрасно, даже если она зайдет на твою страничку случайно, она прекрасно понимает, что это всего лишь спектакль для нее. Единственная реакция, которую ты можешь этим вызвать, это ее улыбку. Она просто посмеется над тобой. Третья ошибка. Тебе это просто не свойственно. Активничать в соцсетях. Не свойственно. Даже находясь в отношениях с этой девушкой, когда вы еще были вместе, ты очень редко менял фотографии, что-то выкладывал, статусы какие-то, музыку. А твой портрет она прекрасно знает. А тут, когда она ушла через неделю или две, ты начал
каждый день постить, значит, радостные фотки и мотивирующие картинки со Стэтхэмом. То есть здесь очевидно, и она поймет, что это акт привлечения внимания. Довольно жалкий. Итак, какое здесь решение? Как нам выстроить шаги правильно, чтобы это выглядело более натурально, более естественно? Надо понимать, что сразу, да, спустя неделю, 2, месяц, даже 2 месяца в каких-то случаях более запущенных, да, она не будет интересоваться твоей жизнью вообще. То есть тебе надо это понимать для начала. Соответственно, на основе этого мы и строим дальнейшее поведение. То есть в этот промежуток времени мы не активность проявляем, а наоборот создаем дефицит информации. Мы свою активность как бы замораживаем. Она прекрасно понимает, что первый месяц-два ты будешь страдать. И вот здесь, когда мы ничего не делаем в этот отрезок времени, это будет выглядеть естественно. И это будет соответствовать хотя бы нашему образу. А лучше, и я часто это советую, используй это время для понижения значимости бывшей девушки. На эту тему у меня есть также видео. Ведь без понижения значимости вся эта затея по привлечению внимания, она попросту не имеет смысла. Реанимация отношений – это процесс, в том числе, который базируется на избавлении от зависимости к женщине. Потому что если ты это не проработаешь, напишет она тебе, и что ты будешь с этим делать? Поэтому после этого через месяц-два, а лучше даже через 3, уже можно начинать создавать какие-то знаки, действия, активность. Но, опять же, в меру дозированно. Не нужно вываливать сразу кучу фотографий в один день и смешивать это с грустными песенками или статусами. То есть стараемся, чтобы это выглядело натурально. То есть вот какое-то время мы страдали, сейчас мы начинаем жить. И это будет выглядеть более натурально. Да, мы можем использовать в этот период какие-то провокации, да, которые ускоряют этот процесс зарождения у бывшей девушки определенных эмоций, которые сподвигнут ее выйти на связь быстрее. Но это уже в ходе индивидуальной работы, потому что те советы, которые я даю, это так более обобщенно. И если ты все сделаешь правильно, активность со стороны твоей бывшей девушки обязательно будет и не заставит себя ждать. У многих здесь может возникнуть вопрос, а стоит ли вообще так заморачиваться? Ушла и ушла. Человек, предавший один раз, предаст и следующий. И все эти попытки продемонстрировать свое счастье без нее, по сути, ведь это некий акт, да, привлечения внимания, но это и акт нуждаемости. Ты хочешь получить эту женщину обратно, чтобы снова нуждаться в ней. Вон как оно на самом деле. Нуждаться в женщине, которая разрушила отношения, просто потому, что пропали чувства. Поэтому подумай 10 раз, с какой целью ты хочешь ее вернуть. Чтобы снова стать зависимым, чтобы снова получить эту эйфорию. Либо ты это делаешь осознанно для своего опыта и для того, чтобы понять эту механику, понять этот механизм, как устроена женщина, как работают ее эмоции. И вот с этой точки зрения этот процесс оправдан.